Итоговый этап войны фактически не прекратил гражданское противостояние в Афганистане, а привел к существенному изменению контуров мировой геополитики, зарождению нового миропорядка. Выводу войск предшествовала более чем двухгодичная подготовительная работа обеих сторон. С начала 1987 года Наджибулла стал последовательно реализовывать политику национального примирения, эффективность которой, по мнению зарубежных игроков, была связана с окончанием срока присутствия в Афганистане советской армии. Тем не менее, 1987 и 1988 годы ознаменовались продолжением боевых действий, и лишь начало 1989 можно назвать фактической датой прекращения серьезных военных столкновений между советской армией и войсками оппозиции. К моменту вывода войск в апреле 1989 года на территории Афганистана находилось внушительное количество советских военных и боевой техники. В 556 соединениях и частях 40-й армии находилась группировка советских войск, состоявшая из 109 308 человек личного состава. Она насчитывала 578 танков, 4160 единиц БМП, БТР и БРДМ, более 2000 орудий и минометов. Здесь продолжали нести службу почти 2000 советников, около 7000 рабочих и служащих. Сотрудники представительства и особого отдела КГБ СССР по 40-й армии противостояли представителям европейских, азиатских, американских спецслужб, находившихся под прикрытием 20 посольств, учреждений и фирм в Афганистане. ЦРУ избегало прямого контакта разведчиков. Оно не направляло своих сотрудников в поля, а действовали через посредников. Агентуру Пакистана, ФРГ, Китая, Ирана, Саудовской Аравии и других стран. В одном только Пакистане США было развернуто 9 разведывательных центров. Налажена работа международных миссий под эгидой ООН, многие из которых были связаны с ЦРУ. Советники также снабжали военные подразделения необходимыми разведданными, производили поисково-разведывательные действия в зонах ответственности соединений и частей, а также в приграничной полосе. Основной формой военного присутствия оставались совместные боевые действия советских и афганских войск против оппозиции, исламских комитетов. Ставка также делалась на поддержку самостоятельных боевых действий афганской армии, охрану коммуникаций и обеспечение безопасности движущихся колонн и важных объектов инфраструктуры. Поэтому вряд ли справедливыми являются заявления современных афганских политиков, стремящихся возложить всю ответственность за разрушенные коммуникации на советские войска. Напротив, советская армия была заинтересована в сохранении и развитии местных дорожных коммуникаций, промышленных предприятий и объектов энергетики. В 1950-е, 1970-е годы советскими инженерами и строителями были построены 3 аэродрома в Кабуле, Баграме и Шинданде, сеть автодорог, в том числе тоннель Саланг, ирригационные системы и речной порт, домостроительный комбинат и 2 микрорайона в Кабуле, а также заводы и образовательные учреждения. В 1987 году войска 40-й армии провели 19 совместных боевых операций. Подразделениями специального назначения провели несколько тысяч засад, перехватов и уничтожений караванов с оружием. С 1984 года принято было решение действовать разведподразделением на караванных путях. Это был один из самых тяжелых путей. Тогда активно использовали разведподразделения, перекрывали каналы поставки оружия. Стреляния в основном с территории Пакистана, в меньшей степени из Ирана, потому что Иран, кстати, недружественное, будем сказать, Америке государство. Но они тоже там в этой ситуации присутствовали, шииты в основном, кстати, хазарейцы на Западе.
из Пакистана. Эти караванные пути, там, и в связи с рельефом местности, они проходили по определенным участкам. И подразделения, разведподразделения 40-й армии, там, кстати, бригады спецназа, роты спецназа, значит, ГРУ я имею в виду, и армейские разведка, они вот перекрывали эти караванные пути. И мы друг друга меняли на этих караванных путях. В результате были уничтожены 24 874 представителя вооруженных отрядов оппозиции, 644 взяты в плен. Боевые и прочие потери советских войск составили 1218 человек. По итогам операции 20 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями. В марте 1988 года проводились локальные операции в провинциях Бадгис, Балх, Джоузджан и Фарьяб. 4 апреля 1988 года началась операция «Барьер-4» в провинциях Кабул, Нангархар, Кандагар, Газни, Пактия и Герат. В конце апреля 1988 года советские части и подразделения продолжали военные операции по поддержке афганской армии в провинциях Гельмент и Пактия, частные операции в провинции Кандагар. Советские войска оказывали поддержку афганским войскам, ведущим боевые действия в провинциях Гельмент, Газни и Пактика. Подразделения афганской армии вели боевые действия в зеленой зоне Герата. 23 января 1989 года силами советских частей при поддержке авиации были разгромлены силы оппозиции в районе перевала Саланг и устья реки Пандшер. В результате боевых действий значительные потери понесли не только вооруженные отряды оппозиции, но и мирное население, число жертв которого за 2 дня операции составило около 3000 человек. По свидетельству очевидцев, вблизи трассы через перевал Саланг лежало не менее сотни трупов женщин, детей и стариков. Были полностью разрушены кишлаки, что вызвало очередную волну скрытого возмущения и непонимания в рядах советских солдат. Приказ на проведение этой акции отдал настоящий враг, который не думает о находящихся здесь людях. Это преступление против народа. Не пойму, чем провинились женщины, старики и дети. Неужели мы здесь для того, чтобы расстреливать мирное население? Писали в своих письмах на родину советские военнослужащие. Случайные жертвы не беспокоили лидеров афганской оппозиции, готовых отстаивать свои интересы любой ценой. Исламская партия Афганистана, лидер Гульбиддин Хикматияр. Исламское общество Афганистана, Бурхануддин Раббани. Исламский союз освобождения Афганистана, Абдул Расул Саяф. Исламская партия Афганистана, Юнус Халес. Все они категорически отвергали любые предложения по мирному урегулированию, не были готовы к компромиссам и переговорам с афганским правительством НДПА, настаивали на создании временного или переходного правительства Афганистана. Более гибкими были представители умеренной оппозиции: Национальный исламский фронт Афганистана, Пир Саид Ахмед Гилани, Движение Исламской революции Афганистана, Мухаммад Наби, Национальный фронт спасения Афганистана, Сикбатулла Маджидади. При всем разнообразии подходов и всех внутренних противоречиях, афганская оппозиция, опирающаяся на идею превосходства ислама и государства, построенного по шариатским законам, представляла собой внушительную силу, способную противостоять официальному Кабулу. По данным советской военной разведки, в Афганистане в 1988 году действовало более 4000 отрядов и групп общей численностью 138 590 человек. Из них 2026 отрядов, в которых состояло порядка 70 тысяч человек, отличались особой активностью. По состоянию на январь 1988 года более 3000 вооруженных отрядов и групп афганской оппозиции, выходцев из кишлаков общей численностью порядка 117 тысяч человек,
хотя и воздерживались от антиправительственной деятельности, но не поддерживали процесс мирного урегулирования в стране. Наиболее организованная, сильная и непримиримо настроенная часть афганской оппозиции, ее ядро численностью свыше 55 тысяч человек, не только не приняла политики национального примирения, но и, опираясь на возрастающую помощь со стороны западных держав во главе с США и региональных лидеров исламского мира – Иран, Пакистан, Саудовская Аравия – заметно активизировала антиправительственную деятельность в основных районах. Вооруженные отряды и группы оппозиции уклонялись от открытых столкновений с войсками, создавали запасы оружия, боеприпасов и материальных средств, атаковали посты безопасности афганских вооруженных сил и населенные пункты. Усилились попытки вооруженных отрядов дестабилизировать обстановку в провинции Кабул. Объявленный Наджибуллой в январе 1987 года курс на политику национального примирения во многом оставался декларативным. Подводя годичные итоги реализации этого курса, наблюдатели отмечали его слабую укорененность в среде высшего руководства. Настроения неуверенности на грани с пораженчеством распространялись сверху вниз, создавали атмосферу апатии и бездеятельности. Главной причиной медленной реализации политики национального примирения в Афганистане стало то, что представители НДПА на различных уровнях не имели четкого представления, что нужно делать и как это нужно делать. В январе 1988 года в приграничных районах Пакистана и Ирана и контролировавшихся оппозицией областях Афганистана было распространено около 10 тысяч листовок с призывами вступить в переговоры. Полевым командирам направлено 125 гарантийных писем с предложением прекратить борьбу и начать мирный диалог с госорганами. Однако партийные функционеры на местах были уверены, что оппозиционеры резво откликнутся на призывы Кабула и добровольно сложат оружие, потому находились в ожидании и не инициировали контакты с вооруженной оппозицией, пытались диктовать оппонентам неприемлемые условия. К началу 1988 года сложилась крайне неблагоприятная обстановка в руководстве Министерства обороны Афганистана. Между министром обороны и его заместителями отсутствовало взаимопонимание, что объяснялось разногласиями, нездоровым морально-психологическим климатом. Как следствие, руководители министерства не могли принимать согласованные и эффективные решения. Та обстановка, которая нас окружала, она заставляла быть бдительным и осторожным. Быть бдительным и очень внимательным. Быть бдительным и очень чутким к местному населению. Быть бдительным и внимательным к вооруженным силам Афганистана. Министерству обороны никак не удавалось довести численность афганской армии до 200 тысяч человек. План 1988 года. Всех, кого удавалось призвать в армию методом отлова, съедало неуменьшающееся дезертирство. Только в 1987 году из вооруженных сил Афганистана бежало более 26 тысяч военнослужащих. Укомплектованность личного состава частей и соединений в среднем не превышала 60%. В ряде боевых соединений 25-30%. С подачи Москвы Наджибулла попытался отказаться от жесткой антирелигиозной риторики, подключить к политике примирения исламское духовенство, задействовать элементы происламской пропаганды. 13 марта 1988 года состоялось первое организационное заседание Исламского консультативного совета при президенте Афганистана, на котором были рассмотрены вопросы о повышении роли исламского фактора в деле стабилизации внутриполитической обстановки. Обсуждалось более активное участие мусульманского духовенства в разъяснении задач политики примирения и вовлечение в нее населения. Тогда же было объявлено о решении правительства открыть Исламский университет на базе шариатского факультета Кабульского университета и Центра исламских научных исследований. Подобные шаги были важными
но, очевидно, запоздалыми и недостаточными. Машина исламской радикальной пропаганды, запущенная противниками официального Кабула в момент зарождения гражданского конфликта, работала исправно и не снижала обороты. Листовки, литература, радиопропаганда, направленные в первую очередь на советские республики и советских солдат, выходцев из Средней Азии. Все было задействовано для деморализации 40-й армии и радикализации общественных настроений в среднеазиатских республиках. Итоги политики национального примирения оказались неутешительными. В 1988 году правительство контролировало чуть более 20% территории страны. Из 4,5 миллиона беженцев вернулось лишь 60 тысяч человек. Анализ внутриполитического положения в Афганистане показывал, что в намеченные сроки и на условиях, выдвигавшихся правительством страны, реализовать политику национального примирения было невозможно. Отсутствие реальных успехов в осуществлении этого курса, в том числе с привлечением исламской риторики, продолжавшийся раскол НДПА, непрекращающаяся поддержка оппозиции третьими странами отрицательно сказывались на состоянии вооруженных сил Афганистана, вносили свои коррективы в переговорный процесс в Женеве и рождали сомнения в способности афганской стороны самостоятельно погасить гражданский конфликт. Вместе с тем, вывод советских войск обозначался всеми зарубежными сторонниками оппозиции и Пакистаном как необходимый элемент урегулирования афганской проблемы. Под давлением резко изменившейся внутри- и внешнеполитической повестки СССР садится за стол переговоров в Женеве. Начатые в 1982 году афгано-пакистанские переговоры на уровне министров иностранных дел Афганистана и Пакистана при посредничестве ООН в начале 1988 года вступили в свою завершающую фазу. Поездка министра иностранных дел СССР Эдуарда Амросевича Шеварднадзе в первой половине января 1988 года в Кабул и одновременное пребывание заместителя госсекретаря США Майкла Армакоста в Пакистане послужили еще одним шагом к примирению сторон. Стоявшие за спиной Афганистана и Пакистана сверхдержавы подталкивали конфликтующие стороны к сближению позиций. Многие афганцы, члены НДПА, служащие, предприниматели и торговцы, представители интеллигенции высказывали серьезные опасения по поводу того, что правительство Наджибуллы не сумеет удержаться у власти из-за внутрипартийных разногласий, отсутствия широкой социальной базы и поддержки населения. В этой связи высказывались предположения повременить с выводом советских войск или же отправлять их на родину поэтапно, в зависимости от развития внутриполитической ситуации. Значительная часть афганцев возлагала надежды на возвращение из эмиграции Захир-Шаха, бывшего в 1933-1973 годах королем Афганистана, и его сторонников, полагая, что они могут сыграть конструктивную роль в нормализации обстановки в стране. Сам Наджибулла был настроен более оптимистично. Он считал, что после вывода советских войск нужно продержаться 2-3 месяца. После этого оппозиция выдохнется, так как лишится антисоветизма как объединяющего фактора. Разведцентр ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР, дислоцировавшийся в Афганистане, предполагал, что с началом вывода советских войск из страны основная борьба развернется между НДПА, Альянсом-7, образованным крупными партиями афганцев-шиитов, полевыми командирами формирований и влиятельными представителями из окружения бывшего короля Захир-Шаха, поддерживавшегося умеренными группами из Альянса-7. По мнению Наджибуллы, были возможны два основных варианта. Первый – это тяжелые широкомасштабные бои с вооруженными отрядами оппозиции. Второй – более благоприятный, когда вопросы будут решаться не только военным путем, но и путем различных комбинаций, компромиссов, переговоров с использованием клановых, национальных, земляческих отношений. При любом варианте Наджибулла рассчитывал на то, что Афганистану будет оказываться в необходимых размерах экономическая и военная помощь.
Он был заинтересован в том, чтобы продолжала оказываться и советническая помощь, особенно по линии Министерства обороны МВД и КГБ СССР. Советская сторона стремилась, чтобы афганцы шли своим путем. Окончательно избавились от иждивенческих настроений, сами принимали решения. Главным было не допустить крупных политических ошибок, которые могли бы повернуть развитие событий в невыгодное для СССР русло. Несмотря на эти и подобные колебания советской и афганской стороны, 14 апреля 1988 года соглашения были подписаны, и их следовало выполнять. Соглашения не были признаны главными фигурантами противостояния, лидерами оппозиции, которая фактически могла праздновать первую победу. Войска СССР должны были покинуть афганскую землю. Эксперты всех сторон, вовлеченных в афганскую драму, сходились в одном. После вывода советских войск гражданское противостояние, разросшееся до масштабов глобального конфликта, не закончится. В конце апреля 1988 года афганскими спецслужбами был принят комплексный план мероприятий по содействию реализации Женевских соглашений и в связи с выводом советских войск из страны. Согласно этому документу, соглашения являлись успехом афганской дипломатии и результатом личных усилий президента Наджибуллы по претворению в жизнь политики национального примирения. Они одобрены во всем мире, отвечают национальным интересам Афганистана и Пакистана, служат эффективным инструментом урегулирования обстановки и по существу являются первым положительным опытом решения мировым сообществом региональных конфликтов политическими средствами. Афганистан и СССР на деле доказали готовность строго следовать достигнутым в Женеве соглашениям. В случае, если Пакистан и США будут выполнять взятые на себя обязательства, процесс урегулирования обстановки вокруг Афганистана может быть успешно завершен. Оказав Афганистану военную помощь, Советский Союз выполнил свою интернациональную миссию, а вывод войск является свидетельством уверенности советской стороны в способности существующего режима выстоять в противоборстве с оппозицией, опираясь на собственные вооруженные силы, партийные органы и патриотически настроенные слои населения. Справедливо звучали следующие оценки, касающиеся позиции критиков официального афганского правительства. Руководители оппозиционных сил, в том числе их умеренной и экстремистской части, не обладая конструктивной программой развития страны, не смогли выдвинуть альтернативу курсу на национальное примирение. Лозунг экстремистов о том, что в Афганистане ислам в опасности, никого уже не может ввести в заблуждение, так как в Конституции закреплена норма соответствия любого закона принципам шариата. В стране активно работает консультативный исламский совет при президенте, с согласия которого решаются все государственные вопросы. По мнению официального Кабула и Москвы, новая конституция страны, принятая в 1987 году на Лое-Джирге, Высшем собрании представителей племен и народностей Афганистана, обеспечила широкие возможности для формирования коалиционных органов власти. Свободные выборы в Национальный совет, когда оппозиции было предоставлено право определить своих законных представителей для избрания в высший законодательный орган страны, яркое свидетельство демократизации общественной жизни в стране, готовности афганского руководства вести работу по формированию коалиционного правительства. Все указанные меры свидетельствовали о том, что усилия афганского руководства по реализации программы национального примирения, модернизации государственной структуры и расширении диалога с оппозицией объективно отвечали интересам населения Афганистана, в том числе вооруженных группировок и их политического руководства. Диаметрально противоположные оценки происходящего высказывались аналитиками и политической элитой США, которые с большим подозрением относились к заявлениям СССР о выводе войск. Это недоверие определяло советско-американские отношения и после ухода советских солдат.
Американские ястребы утверждали, что если Москве удастся удержать НДПА у власти, то чрезмерное влияние Советского Союза в регионе сохранится. А с учетом враждебного иранского фактора, региональная стабильность по-прежнему останется под угрозой. Очевидно, что американская администрация не собиралась снижать масштабов своего скрытого присутствия в Афганистане, несмотря на выдавливание советской стороны. Более того, США предпринимали дополнительные меры по усилению и закреплению своего влияния в Афганистане. За день до подписания соглашений министр обороны США Фрэнк Карлуччи высказал мнение о том, что афганская национальная армия после вывода советских войск не сможет оказать реального сопротивления вооруженным отрядам оппозиции. Он подчеркнул, что если правительству Кабула с помощью советского вооружения удастся продлить время своего пребывания у власти, то США не прекратят поставок американского оружия маджахедам до их полной и окончательной победы. Согласно оценкам американской разведки, несмотря на массированные военные поставки и щедрую финансовую помощь со стороны русских, после вывода советских войск режим Наджибуллы продержится не более полугода. США должны с максимальной выгодой для себя разыграть афганскую карту. В этой связи Соединенные Штаты планировали всячески уклоняться от заключения с Советским Союзом соглашения о взаимном прекращении военных поставок воюющим сторонам, одновременно оказывая базирующимся в Пакистане проамериканским группировкам афганской оппозиции военную и финансовую помощь. Подготовка к выводу советских войск велась полным ходом. За неделю до заключения Женевских соглашений, 7 апреля 1988 года, была подписана директива министра обороны СССР номер 312/0148 о выводе войск из Афганистана и направлена командующим Туркестанского и Среднеазиатского военных округов. В соответствии с ней, вывод советских войск должен был произойти в 2 этапа в течение 9 месяцев в период с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года. На первом этапе с 15 мая по 15 августа отправлялись на родину соединения и части из большинства районов страны. Оставшиеся части обеспечивали безопасность Кабула и главной магистрали Кабул-Термез, а также части пограничных войск на севере Афганистана. Реальное перемещение советских вооруженных сил на первом этапе соответствовало графику. 15 мая 1988 года передовая колонна 15-й отдельной бригады специального назначения и других воинских частей Джалалабадского гарнизона покинули место постоянной дислокации. Советской и афганской стороне важно было превратить процесс вывода войск в торжественное мероприятие, поэтому перед началом марша в Джалалабаде состоялся митинг с участием советских войск, представителей органов власти, населения, общественных организаций, наблюдателей ООН, иностранных и советских корреспондентов. Для участия в мероприятиях по выводу советских войск из Афганистана в Кабул прибыло 110 наблюдателей ООН, в том числе 55 военнослужащих европейских стран и Канады, которые были размещены на смотровых площадках вдоль маршрутов движения советских войск. Вторая колонна из Джалалабада 18 мая 1988 года в 16 часов достигла Кабула и на следующий день вышла в Пули-Хумри. Арьергардные подразделения 66-й отдельной мотострелковой бригады продолжили свое движение в Хайратон, далее в Термез. Подразделения МГБ и МВД Афганистана, части афганской армии обеспечивали безопасность и правопорядок во время прохождения советской колонны по городу. Изымались взрывчатые вещества, выявлялись лица, планирующие теракты. Общая численность находящихся в Афганистане в начале мая 1988 советников и специалистов составляла 2027 человек. Из них сотрудников Минобороны СССР 1017, КГБ СССР 625, МВД СССР 385. В ночь на 24 мая 1988 года
239-я отдельная вертолетная эскадрилья осуществила перелет из Кундуза в город Кокайды, Узбекской СССР. Оттуда впоследствии была перебазирована в Дальневосточный военный округ. Колонна тыла ВВС готовилась к выходу в СССР на участке Тарагунди-Кушка. К 15 июня 1988 года из Афганистана было выведено 46 частей и подразделений численностью 15 743 военнослужащих. Вывезено 2118 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Из состава ВВС 40-й армии были выведены вертолетный полк, отдельная вертолетная эскадрилья 63 вертолета, 2 батальона охраны и другие вспомогательные подразделения с числом военнослужащих 3121 человек. Выведенные из Афганистана части и подразделения поступили в распоряжение Туркестанского военного округа. Отбыли в Московский, Белорусский, Прикарпатский, Среднеазиатский и Дальневосточный военные округа. Боевых потерь при выводе войск удалось избежать. Однако ликвидация советских гарнизонов в восточных и юго-восточных провинциях Афганистана, особенно на первом этапе, проходила в сложных условиях. Лидеры оппозиции игнорировали условия Афгано-Пакистанского соглашения и наращивали усилия по захвату власти в стране. В Афганистан стали перебрасываться боевики и вооружение из Пакистана. В результате к июню 1988 года активное ядро оппозиции увеличилось на 6 тысяч человек и достигло, по советским оценкам, более 160 тысяч человек. Вооруженные отряды и группы постоянно получали крупные партии оружия. Вполне ожидаемо, что передислокация афганских войск вглубь страны привела к переходу под контроль оппозиции новых территорий, вызвала новый всплеск дезертирства в афганской армии, участились случаи перехода на сторону оппозиции целых частей и подразделений афганской армии с вооружением и боевой техникой. Опасаясь, что военно-политическая обстановка в Афганистане после вывода советских войск может резко ухудшиться, Наджибулла просил руководство СССР оставить в стране 10-15 тысяч советских военнослужащих под видом специалистов в афганских военных учебных центрах в составе специальных технических групп для обеспечения работы аэродромов, эксплуатации дорог, а также для охраны экономических объектов, для поддержания нормальной военно-политической обстановки в районе Кабула. Советская сторона не согласилась с этим предложением, считая подобный шаг нарушением Женевских соглашений. Потому в процессе вывода войск была усилена помощь афганским вооруженным силам в подготовке национальных военных кадров. Теперь подготовка младших командиров и офицеров велась в учебных центрах Туркестанского военного округа. Второй этап вывода советских войск планировалось провести с середины ноября 1988 года по 15 февраля 1989 года. Однако из-за непростой военно-политической обстановки в Афганистане реально он проходил с начала января до 15 февраля 1989 года. Советские военнослужащие высказывали свое недовольство затягиванием сроков возвращения на родину. Согласно плану, вывод войск осуществлялся по 3 маршрутам через пограничные пункты Кушка, Термез, Шерхан. При этом все войска, дислоцируемые западнее Кандагара, выводились через пограничный пункт Кушка, а дислоцируемые восточнее и северо-восточнее Кандагара через Термез и Шерхан. Пограничные войска в этот период продолжали обеспечивать безопасность государственной границы с территорией Афганистана и выводились по кратчайшим маршрутам на завершающем этапе. Затем войска сосредотачивались во временных подготовленных районах, где проводились организационные мероприятия по переформированию соединений и частей. Воздушно-десантные, десантно-штурмовые войска, части спецназа и ВВС в основном сохранялись в существующей численности. Доктрина Рейгана по поддержке антимарксистских режимов в странах третьего мира – Камбодже, Никарагуа, Анголе, Афганистане
показала свою эффективность. Против нас были настроены все практически. Наш ввод войск в Афганистан начал обсуждаться с Организацией Объединенных Наций и всеми странами. Всеми странами мы были прокляты, мол, вы захватчики, вы все делаете. Мы одно дело выполняли, оказывали интернациональную помощь, и нас обзывали всякими нехорошими словами. Одним из наиболее важных последствий афганских событий стало резкое усиление позиций политического ислама на Ближнем и Среднем Востоке. Исламская пропаганда коснулась республик Средней Азии, когда советские мусульмане вступили в контакт с афганским джихадом. На них обрушилась религиозная агитация, критика советского режима, обвинения в адрес Москвы в угнетении национальных интересов и искоренении религиозных традиций. По некоторым данным, часть салафитских активистов современного Таджикистана являлись студентами факультета востоковедения и таджикской филологии Таджикского государственного университета имени Ленина. Здесь еще в 1987 году началась агитационная работа в духе западной пропаганды со стороны лиц, служивших в Афганистане. Среди студентов распространялись националистические идеи, литература. Однако тема влияния афганской войны на активизацию национальных и радикальных исламских движений в мусульманских республиках Средней Азии остается малоизученной. Важным из самых дискутируемых современных вопросов является проблема причастности американской стороны к взращиванию радикальных исламских движений и группировок, многие из которых прошли афгано-пакистанскую школу. По мнению современных зарубежных исследователей, одной из роковых ошибок американской стороны являлся слабый контроль над вооружениями, переданными оппозиции, начиная с 1986 года, момента первой поставки ПЗРК «Стингер», вплоть до начала 90-х годов. Как мы уже отмечали, вывод советских войск в этом вопросе для США принципиально ничего не изменил. Многие специалисты также критиковали Соединенные Штаты за фактический уход из Афганистана после распада СССР. Эд Герардет, афганский журналист и эксперт, заметил: Соединенные Штаты действительно вооружали Афганистан, а потом бросили его как горячий картофель. Отсутствие контроля над вооружениями, поставленными афганским повстанцам, и участие Вашингтона в политических процессах в регионе создало политическую пустоту, в которой стремительно закрепились радикальные элементы. Лидеры ваххабитского движения в Саудовской Аравии, правоэкстремистского крыла братьев-мусульман в Сирии, Судане, ряде стран Северной Африки призывали воспользоваться победой ислама в Афганистане для развертывания священной войны за освобождение мусульман Советского Союза. Вместе с тем, вооруженная оппозиция лишилась главной, объединяющей ее цели – борьбы с советским военным присутствием в Афганистане, что в свою очередь вело к большей дифференциации между организациями маджахедов по политическим, религиозным и национально-племенным признакам, не позволяло оппозиционерам достичь единства. Все это стало основанием для появления новой силы – движения «Талибан». Исламская радикальная оппозиция обрела уверенность в своих силах, продолжала получать финансовую, кадровую поддержку и вооружение. Нужно было сделать последний шаг к обретению господства в стране. До прихода к власти в Афганистане им пришлось вести борьбу с режимом Наджибуллы еще более 3 лет. Однако, овладев страной в апреле 1992 года, лидеры афганской оппозиции продолжили борьбу уже между собой, и гражданская война в Афганистане разгорелась с новой силой. Многоплановый и продолжительный опыт советского военно-политического присутствия в Афганистане свидетельствует о том, что любые попытки навязывания народу внешнего управления обречены на неудачу. История неоднократно демонстрировала, что эта страна способна стать могилой империи. Матери всех бомб, пули и дополнительные контингенты не прекратят войну в Афганистане.
Для решения афганской проблемы должны быть полностью задействованы все механизмы коллективной безопасности, все формы дипломатических усилий, все виды мягкой силы. Нормализация обстановки также напрямую зависит от стимулирования социально-экономического развития Афганистана. Афганская кампания была первой и единственной военной кампанией, которую вел Советский Союз за пределами стран Варшавского договора после 1945 года и самой длинной войной в советской истории. Ввод войск расширил масштабы сопротивления афганской оппозиции, был мощным фактором увеличения численности ее вооруженных отрядов. То, что начиналось как разрозненная священная война, джихад, против коммунистического правительства в Кабуле, после ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года в глазах оппонентов официального правительства стало выглядеть мощной угрозой и послужило объединяющим идейным фактором для повстанцев. С одной стороны, военное противодействие оппозиции представлялось как военная угроза, но в то же время не существовало линии фронта или фиксированной линии столкновения. На первом этапе вооружение повстанцев было весьма примитивным. Ряд факторов делал советскую кампанию в Афганистане уникальной. Прежде всего, Кремль понимал всю ограниченность размера армии. Не было возможности развернуть большие силы. Поэтому термин, использовавшийся для наименования афганской группировки «ограниченный контингент», имел не только пропагандистское, но и вполне реальное звучание. Имеющимися ресурсами 40-я армия могла закрепиться в определенных районах, но она не могла стабилизировать ситуацию в пределах всей страны, так как нужно было перемещаться из одного ареала в другой, оставляя регион уязвимым для действий оппозиции. Советские лидеры особенно подчеркивали высокий приоритет минимизации контингента и вооружений. Кроме ограниченности контингента и невозможности его расширения, по оценкам отечественных и иностранных экспертов, были и другие факторы, влиявшие на природу афганской войны Советского Союза. Географическая близость Афганистана к СССР обусловила геополитические и стратегические интересы Советского Союза в данном регионе. Прохождение основных магистралей и дорог по горно-пустынной местности, неразвитость транспортных коммуникаций в большинстве регионов Афганистана создавали трудности прохождения воинских автомобильных колонн с точки зрения маскировки и скрытности, а также обеспечения их безопасности. Недооценка степени религиозности местного населения, особенностей национальных и межплеменных отношений со стороны афганского правительства приводило к существенным противоречиям с исламской оппозицией. Отсутствие хорошо развитого националистического чувства не позволяло найти основу для сближения позиций как между правительственными и оппозиционными силами, так и внутри исламской оппозиции. Слабая развитость афганской экономики, стремление решить все экономические вопросы за счет международных спонсоров не позволяли правительству Афганистана обеспечить население продуктами питания и предметами первой необходимости, повысить уровень жизни населения. Данные характеристики весьма сильно отличались от тех целей и задач, которые прописывались советскими военными теоретиками, разрабатывавшими стратегию использования советских вооруженных сил, вооружение и боевую технику к потенциальному конфликту со странами НАТО. В Афганистане СССР ждала не высокотехнологичная кампания с использованием современного вооружения и боевой техники, военно-воздушных сил, регулярных воинских формирований. Вместо этого Советский Союз получил затяжную партизанскую войну, часто лишенную высокой степени интенсивности боевых действий и ведущейся лишь на тактическом уровне. В результате этого около 2/3 советских войск в Афганистане было вынуждено заниматься охраной и обеспечением безопасности городов и крупных населенных пунктов, коммуникаций, аэродромов, мест дислокации воинских частей, объектов промышленности, науки и культуры.
Многочисленные вооруженные отряды оппозиции действовали практически по всей территории страны и контролировали около 80% кишлачной зоны. Советские эксперты по Афганистану не смогли сделать прогноз о том, что в условиях сложной логистической ситуации поддержка для частей и соединений 40-й армии будет сложной и опасной операцией, а также зависимости афганской экономики от безопасности на коммуникациях дорожных связей. Все это создавало уязвимость для советских войск. Многие уроки афганской войны для Советского Союза оказались весьма похожи на те, которые получили США во Вьетнаме. Афганские события ставили перед советским командованием множество схожих тактических дилемм. Но СССР не выучили уроков Вьетнамской войны и других похожих операций в период борьбы с басмачами в 1920-е годы, контрпартизанские операции периода Второй мировой войны. Потому совершили много схожих ошибок. Регулярной армии у душманов не было, но были четко сформированы боевые отряды, отряды маджахедов, обладающие крепкой дисциплиной. Выполнение там каралось, если не выполнял, расстреляют и больше не разговаривают. Там на правах смерти все строилось, и страх смерти двигал людей вперед. Сильными сторонами афганской исламской оппозиции были прекрасное знание местности, на которой они воевали, высокая мобильность вооруженных отрядов и хорошая физическая выносливость бойцов сопротивления, внезапность нападений, в том числе ночные нападения, широкая социальная база и поддержка населения, мощная мотивация, исторически сложившаяся ненависть к иностранным захватчикам, религиозность, которая придавалась борьбе с прокоммунистическим правительством и советскими войсками. Внешняя материальная и моральная поддержка, особенно активная со стороны Пакистана и Ирана. Полевые командиры часто использовали родовую, культурную и языковую общность для получения информации из афганских правительственных кругов и афганской армии. Например, Ахмад Шах Масуд активно использовал в этих целях выходцев из долины Пандшер, работавших в государственных и военных структурах, Туран Исмаил – выходцев из Герата. Но очень редко происходило наоборот, так как оппозиционные отряды и группы были небольшими, и внедриться в них было крайне сложно. Слабыми сторонами афганской оппозиции были отсутствие единства и стратегического планирования, спорадические внутренние противоречия между различными оппозиционными партиями и внутри них, ограниченная огневая поддержка, логистические проблемы, доставки боеприпасов и вооружения, эвакуации раненых с поля боя. Парадоксально, но факт. Некоторые слабости афганской оппозиции могли оборачиваться ее сильными сторонами на тактическом уровне. Например, разрозненность повстанцев и нескоординированность их планов мешала советскому военному командованию и органам разведки их раскрыть, так как эти планы ими не составлялись. У афганской оппозиции не было какой-либо специфической тактики сопротивления. Эта тактика и опыт ведения боевых действий постигались практическим путем, когда результаты удачно проведенной операции внедрялись в практику действий других полевых командиров. Успешность боевой операции часто зависела от опыта конкретного полевого командира и его удачливости. Важный урок состоит в том, что традиционная партизанская тактика может успешно использоваться против современной армии. Это нужно учитывать при подготовке войск к антипартизанским действиям, их готовность к проведению операций зачисток в сельских районах и городских кварталах, а также в разнообразном этническом и политическом окружении. Советские войска в первые годы ставили перед собой три основные задачи: установление контроля над городами и крупными населенными пунктами, административными центрами, провинций и уездов, обеспечение безопасности основных транспортных магистралей и коммуникаций, обучение и снабжение правительственных вооруженных сил, афганской армии, службы разведки и контрразведки, Министерства внутренних дел.
В середине 1980-х годов к названным задачам добавилось еще 3. Уничтожение базовых районов оппозиционных сил на территории Афганистана, борьба с караванами вооруженных отрядов оппозиции, доставлявшими оружие и боеприпасы из-за границы, содействие афганскому правительству в проведении политики национального примирения. Если первые 3 задачи советские войска и советники выполнили относительно успешно, то следующие 3 задачи оказались практически невыполнимыми, что и привело к осознанию невозможности решить афганские проблемы военным путем. В ходе заключительного этапа, начиная с 3 января 1989 года, на территории СССР оказались Управление 40-й армии, части боевого обеспечения, 3 мотострелковые и 1 воздушно-десантная дивизии, отдельный парашютно-десантный полк, 4 авиационных полка и 4 авиационные эскадрильи, несколько батальонов специального назначения, 3 отдельные бригады материального обеспечения и дорожно-комендантская. Из Афганистана в 1989 году было выведено 66 тысяч человек и более 6 тысяч единиц боевой техники. На родину вернулись 185 сотрудников 9 особых отделов КГБ СССР. 15 февраля 1989 года в 9 часов 30 минут московского времени вывод войск 40-й армии из Афганистана был полностью завершен. Хочу сказать о том, что за мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом 9-летнее пребывание завершилось. Я хочу сказать еще о том, что нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет, надо памятники ставить, наверное, так. Товарищ генерал армии, соединение части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведены на территорию Советского Союза в полном составе. Командующий армией генерал-лейтенант Громов. Так закончилось 9-летнее жесткое советско-афганское противостояние, в котором страдало более 1 миллиона афганских граждан, было убито 18 тысяч афганских и около 14,5 тысяч советских военнослужащих. В Афганистане оставались лишь небольшие группы советских военных советников, советников афганской разведки и контрразведки. Им предстояло работать в новых, более трудных условиях. Вывод советских войск, обусловленный пониманием невозможности силового решения проблемы и давлением западных держав, превратился в один из симптомов разрушения биполярной системы мироустройства, стал прологом крушения Советского Союза. Военно-политическая обстановка в Афганистане образца 2019 года не дает поводов для оптимизма. Не удается наладить внутриафганский диалог и вывести американские войска, которые давно и безуспешно пытаются решить афганскую проблему. На месте шурави, советских, оказались американские оккупационные силы. Угрозы терроризма и наркопреступности, исходящие с афганской территории, продолжают нарастать. Россия сегодня последовательно поддерживает курс правительства Исламской Республики Афганистан на мирное, независимое, стабильное развитие. В том, чтобы Афганистан стал страной, свободной от терроризма и наркотиков. Известная непоследовательность американской внешней политики в этом регионе ставит под удар реализацию подобных планов. Обретет ли многострадальный афганский народ долгожданный мир, покажет время. Но что бы ни случилось, уроки афганских событий 1979-1989 годов забвению не подлежат.
Невзирая на сложную политическую подоплеку афганских событий, мы должны быть справедливы к тем, кто жертвовал собой во имя будущего афганского народа и интересов Родины. Рядовые и офицеры, сотрудники разведки и контрразведки, советники и гражданский персонал. Все они – герои необъявленной войны. Память и суровую правду этой войны нужно беречь и передавать потомкам.